Ну что, запишем подводочку? Подводочку. Привет, друзья, с вами Яна, Топа, и это канал Нави Junior. Так сложилось, что у основных игроков команды Нави Junior нет больших интервью. Поэтому сегодня я решила исправить эту ситуацию и записать первое большое интервью с Алексеем Владимировичем Топчиенко. Он же Топа, он же Леха, он же Лепа, он же пельмень по версии... В узком кругу. Он же пельмень по версии друзей твоего брата. И просто хороший человек. Всем привет. Окей, давай с тобой вернемся немного в твое детство. Мы все прекрасно знаем, что у тебя есть старший брат, который тебя и познакомил с Counter-Strike. Он там шпилил, шпиловые шпилки вместе с друзьями. Старший брат, который шпилил в 1.6 еще со своими друзьями. Мне тогда было, наверное, лет 7. Я просто видел, как он со своими кидами там на пабликах разных постоянно шпилил. Меня очень заинтересовала эта шпилка. Тут будет кат, да? Все очень банально, наверное, как у большинства. Он приходил после учебы, после универа, да? Я приходил после школы. Он сидел, играл с друзьями, я подсматривал, потом говорю, дай поиграть. Начал мышкой сначала водить, потом на клаве бегать. Ну, классическая история, наверное, как у всех. Угу. И вот с этого что-то переросло, и спустя несколько лет уже я ему показывал какие-то фишечки, а не он мне. А помнишь ты вообще свою первую игру на ПК? Что это была за игра? Ну, я могу предположить, что это GTA Vice City, наверное. Я прям вот именно то, что запомнил. Но еще, наверное, еще раньше, возможно, раньше, был Serious Sam. Понятное дело. Это классика. И был еще диск, по-моему, там Prince of Persia или что такое. Там был диск, и на нем 1000 игр разных. Они такие 2D-игры. Доставлял диск, и там на любой вкус. Вот, наверное, что-то из этого. У вас с братом наверняка был один общий ПК. Да. Как вы с ним договаривались? Вот наверняка дрались, спорили, просто приходила мама и такая, так играет Леша. Ну, он меня старше на сколько? На 7 лет. Драки такие себе, наверняка получались, да? Не, ну мы как-то находили общий язык всегда. Не было никаких там скандалов и так далее. Мы легко договаривались. Он играет, а я смотрю. Ну. У тебя был такой какой-то конкретный момент осознания, что тебе нравится КС, у тебя получается, и ты хотел бы попробовать себя в киберспорте? Это было, наверное, в возрасте лет 13. Я тогда играл в 1.6. Угу. Никаких знакомств у меня тогда не было. Я просто играл там, паблики обычные. И просто дошло до того, что на каждом сервере меня начали банить. Ну, мол, я играю с читами. Такой звоночек. Ну да, звоночек. Наверное, что-то могу. Наверное, это этот момент. А как ты перешел на CSGO? CSGO вышло, я что-то посмотрел, что там происходит. Мне абсолютно не понравилось. Я сидел, играл в 1.6, понимаю, что в 1.6 уже все, наступает конец, и просто перешел на Go. И как долго ты шел к тому, чтобы апнуть Global, к примеру? Апнуть Global, наверное, года 2-3. А 10-й левел Faceit? 10-й левел Faceit я довольно-таки быстро апнул. Я изначально апнул Global. Я приехал на свой первый лан в конце 2015 года, если не ошибаюсь, возможно, летом, с Big Star'ом. У меня тогда еще дома был ноутбук, на котором я играл 640 на 480 разрешение, FPS был там в районе от 40 до 70 максимум. Шикарно. И на нем я апнул Global после лана, буквально там в течение 1 месяца. После этого я попался на первом лане против Шары в 2 играх. Я неплохо довольно-таки отыграл там. Мы с ним как-то познакомились минимально. Потом начали играть на Faceit, потом его забрали еще во Flipside. Это еще то время. И там, может, за месяца 2 я апнул 10 левел все там на том же компьютере. Это был твой первый лан вообще? Или... В 2015 году, да, первый лан. После этого я стремительно начал ходить регулярно. Ты говорил в визитке Нави Спортскем, что ты был на 15 ланах в своей жизни. Какой тебе лан понравился больше всего и запомнился больше всего? Это, наверное, лан, где была моя первая победа. И это был, наверное, микс-лан. Когда ты приходишь, и вас просто рандомно перемешивают. Угу. Я, по-моему, там еще проиграл за какую-то команду. Какой-то человек не смог играть, и меня взяли как +1 из-за того, что нужен был 5-й. И мы в итоге выиграли. Как ты попал в свою первую команду? Виндика Академия. Все, опять же, мы можем начать из длинного такого пути, да, то есть 15-й год. На форуме, где был анонс лана, я написал в комментарии то, что пойду плюсом, у меня Big Star, мне написали. Кстати, с этой командой был парень, с которым я до сих пор очень хорошо общаюсь. Кто это? У него ник Шелест. Угу.
Он живет уже в Киеве. Вот мы с ним как-то заобщались и до сих пор поддерживаем связь, я с ним регулярно вижусь. Потом я как-то шаг за шагом играл, становился играть лучше. Потом познакомился через старых друзей, опять же, брата. Познакомился... Подсуппортил. Да, с Нерва, который сейчас работает на Тусвинцер, да. Вот. И я с Нервом, мы проиграли где-то 1,5 года вместе на ланах. И я там почувствовал, на самом деле, такой большой рост. После этого я попал в команду Wanted. Угу. Это от Киберзоны, там, где происходили все ланы. И после этого я покинул ту команду. И через какое-то время меня посоветовал, насколько я помню, Сергиз. Потому что он видел, как я играю. Сергиз тоже киевский. Или он живет в Киевской области, точно не помню. Но он участвовал на тех же ланах. Вот, мне написал Сева Виндиго и пригласил пройти тест вот на 3 месяца. Я переехал в Днепр, получается, на 3 месяца, прошел тест, и где-то еще месяца 4 я играл. Потом был выставлен на трансферный лист. Ты помнишь момент, когда ты увидел анонс Na'Vi Спортскэмп? Как вообще долго сомневался, подавать заявку, не подавать заявку? Слушай, ну, на самом деле, история такая, то, что я понимаю, я прям впритык подхожу по запросам, да, особенно по возрасту. И плюс у меня есть еще контракт с Индиго Академией, да, то есть я был на трансферном листе все это время. И где-то за 2 дня до конца мне друг говорит, ну, давай попробуем. Ну, почему нет? Ну, почему нет? Ты ничего не теряешь. Я в это не верил, потому что, опять же, возраст, контракт, ну, кому это нужно. Мне так казалось. Вот в итоге мы пошли, записали, пытались подойти максимально профессионально к этому. Как-то там 2 AirPods спрятали в кофте, подобрали ракурс там и так дальше. Ну, максимум то, что мы могли. Ты запарился максимально. Наверное, твоя заявка была самая такая красивая с точки зрения вот именно кадра. Ты так подготовился, взял камеру, выстроил кадр, там все, там экспозиция. Это все снималось на телефон. Там ролик получился секунд 40, но мы долго к этому готовились. Лучше так сесть, так свет, так ветер дует, так не дует. Лучше ниже, выше, ну, то есть... А ты вообще помнишь, что ты там говорил? Почему я должен пройти на Na'Vi Спортскэмп? Если честно, уже не особо. Ну, ты был прям очень серьезный, целеустремленный, живу в Киеве, есть все показатели, поэтому я считаю, что я должен попасть на Na'Vi Спортскэмп. Я думаю, что как раз сейчас наш монтажер поставит маленький кусочек в виде обращения толпы. Я посетил более 15 различных украинских лан-турниров, где занимал призовые места. Na'Vi — это самая популярная организация в СНГ, и я верю, что именно такая организация помогает таким, как я, идущим к своей цели, несмотря ни на что. А какие у тебя были эмоции, когда ты узнал, что ты вообще проходишь на этот проект? Для меня был шок, на самом деле. Я не понимал, как так вышло, потому что я до конца не верил. И мне казалось, что туда будут более юных игроков, да, там брать, и на меня не обратят внимания. И тем более мне там уже буквально, если пройдет летний кемп, 2 месяца, и мне уже 20. Вот, и меня это очень сильно настораживало. Для меня это был шок. Я, на самом деле, очень сильно удивился. А кому ты первому сказал? Родителям. Как они отреагировали? Они, ну, к тому времени, по-моему, родители уже начали меня хорошо поддерживать, но настолько всего они не знали, как, например, мой папа. Он сейчас следит за всеми играми, официалками, новостями, за другими командами, абсолютно все мониторит. То есть полностью. Да, подсказывает, дает аналитику, говорит, вот там вот плохо, вот тут неплохо, вот тут хорошо, а тут, ну, вообще провал. А какие у тебя были ожидания вообще перед Na'Vi Спортскэмп? Слушай, я думаю, то, что какие были ожидания, ну, то я и получил. То есть ожидание реально совпало? Я думаю, да. Даже после знакомства с ребятами на БК, со всеми участниками? Ну, я, может, не думал, что настолько хорошие отношения получится выстроить, но в целом получился очень дружественный коллектив. Какой самый сложный период был у тебя на этом буткемпе? Потому что 10 участников живут на протяжении 3 месяцев в закрытом буткемпе, и только 5, а может быть даже меньше, пройдут дальше. Наверняка же была какая-то конкуренция, микроконфликты. Я думаю, что это был конец 2 месяца, когда все уже друг к другу притерлись, кого-то там что-то начинает бесить, и это нормально, я считаю. Всегда есть такие моменты, мы все люди. И мне кажется, то, что я раскрылся максимально именно в середине 3 месяца, возможно, или в начале 3. Что тебе не понравилось на этом проекте? Наверное, я склоняюсь к тому, что это все было правильно. Было трудно, скорее так, будем называть. Ну, по личным ощущениям. Это график. Перестроиться на этот график, когда ты встаешь в 7, ложишься там 10-11, я точно уже не помню. Питание, да, тренинги. На это все очень трудно было перестроиться. Плюс кроссфит 2 раза в неделю, 2 раза в неделю йога. Это все было нелегко.
Лекции по психологии безумно Лекции по длинные. психологии, кстати, мне давались, можно сказать, довольно-таки просто. Ну, все не высыпались, конечно, были моменты, когда ты чуть, подсматривал одним глазом, но ни разу не засыпал. То есть, допустим, шок это всего лишь на старте, а не на быстрее. Так он и говорит, допустим, там типы остались. Но у тебя нет вообще инфы. Вот если бы ты мог бы что-то изменить, вот будучи руководителем этого проекта, что бы ты изменил? Меня часто спрашивали, что бы я хотел изменить отчасти себя. Мгм. И я говорю, что ничего, я бы все сделал точно так же. А что больше всего дало тебе профита на этом проекте? Я думаю, именно теория какая-нибудь, там, например, о стадиях игры, Мгм. и, конечно же, коммуникация. Коммуникация дала нереальный буст. Мне кажется, коммуникация — это большая часть успеха, в принципе, в командах. Я помню, что в конце этого проекта, когда уже принималось решение о том, кто пройдет дальше, ты довольно-таки сильно переживал. Какие у тебя Да. были эмоции, когда ты узнал, что ты проходишь в Na'Vi Junior, но на испытательный срок? Я был, безусловно, рад. Но где-то, опять же, наверное, все люди бы немного расстроились, да, изначально, потому что ты не попал в сам состав. Ну да. Но я просто это принял как факт и поставил себе новую задачу. И, Попасть в я, основу. я, в принципе, готовился к этому. Это не было прям для меня такой какой-то неожиданностью. И я даже больше верил в то, что меня возьмут на испытательный, нежели в стартовую пятерку. Несмотря на весь твой соревновательный опыт, ты вот говорил про 15 ланов, все равно первая игра под клан-тегом Na'Vi Junior. Ты наверняка понимал, что к вам будет очень много внимания. Было какое-то волнение, переживание? Да, волнение было, очевидно, но как-то с этим со временем научилась бороться. Сейчас никакого волнения нет, просто знаю то, что я должен показывать максимум каждый раз. А вот бывают ли такие моменты, прям какие-то прям стрессовые, когда ты понимаешь, что ты не можешь контролировать свои эмоции во время официалки? Что ты обычно делаешь? Случаются, но в этот момент по-хорошему надо либо вспоминать эту мысль, да, например, то, что нужно сесть, вдохнуть, выдохнуть, условно, просто успокоиться и принять то, что вот у тебя есть ситуация, и тебе нужно что-то с этим делать. Не конкретно о переживаниях там или каких-то, а вот у тебя есть игра, и ты должен показать свой максимум. И, знаешь, как, можно сказать, отключить там какие-то внешние факторы. В январе 2020 года ты становишься уже основным игроком Na'Vi Junior. Как ты об этом узнал? Узнал я это при разговоре. Что странно, да? Очень странно, на самом деле. Я не ожидал такого. То, что со мной возьмут и поговорят. Первый раз за все время. Да. Не, серьезно, вот Амиран позвал меня, сказал так и так. Ребята тоже уже знают. Ты становишься основным игроком. И я, конечно же, был безумно рад, потому что я пошел на риск изначально ради этого. Об этом никто не знает. Я, возможно, иногда на стримах говорил. На какой риск? У меня изначально был ноутбук Мгм. с плохим FPS. Потом я заапгрейдил себе комп, после того, как уже апнул Global, 10, продал какие-то вещи, насобирал денег немного, родители помогли, я заапгрейдил ПК там до 120-130 FPS. После этого я попал в Indigo Академию, где мне дали компьютер, пока я нахожусь у них в организации, для того, чтобы я мог играть там на i5 какой-то, ну там было в районе 250 FPS, наверное. Но когда меня взяли на испытательный срок в Na'Vi Junior, у меня этот компьютер забрали, естественно, и я оказался, по сути, без компьютера. Ну, то есть у меня было 120-130 FPS, но после того, как ты на кемпе играл 3 месяца на 240, у нас мониторы там уже были, Да. и на 300 FPS, это было бы просто, невозможно. И я пошел в all-in, можно сказать. Я взял огроменную сумму в долг, купил монитор, купил компьютер на все эти деньги и играл вот во время испытательного срока. Ну и после начинается всемирная пандемия коронавируса. Ну и, соответственно, киберспорт также уходит в онлайн. Как непосредственно на тебя повлияла вся эта ситуация? Это, конечно же, Blast. Для кого не секрет, да, то, что мы тогда прошли квалификацию, вышли на турнир и вышли на сам LAN. И все были безумно рады. На самом деле, это забавно было, но когда мы прошли на сам Blast, мы даже не знали то, что это LAN. Мы начали гуглить, а что же это за турнир? Ну, для нас не было такого, то, что вот этот турнир мы должны выиграть, а этот не должны. А вы не знали? Мы не знали. То есть у нас каждый турнир мы просто играли, неважно, что это за турнир, мы хотим его выиграть. И потом гуглим, а это LAN. И вот эта вся пандемия начинается, мы были безумно рады, но, конечно, мы очень все сильно расстроились, потому что это LAN, мне кажется, очень хорошего уровня. Какой турнир тебе запомнился больше всего? И почему? Blast. И снова Blast. Да, ну потому что это был самый крупный, наверное, турнир, и это именно была победа. Мы показали реально хорошую игру, и для нас, не знаю, можно сказать, как прозрение, то, что мы можем обыгрывать сильные коллективы.
Это, знаешь, как революция, возможно, внутри нас произошла. А кто из соперников запомнился больше всего? Наверное, это было на Бласте, когда мы камбэкнули против Инстрайк. Мы проиграли первую карту, мы проиграли вторую карту 14-2. В итоге камбэкнули, это был Даст, если не ошибаюсь. Ну, по-моему, это Даст был. И мы выиграли третью карту. И после этого у нас начался дикий винстрик. В сентябре мы отпраздновали свой первый день рождения. Как за этот год изменилась твоя жизнь в целом? Снял квартиру. Купил тачку. Купил машину. Помню про Blast. Да нет, помню про Blast. И все. Мне кажется, как человек поменялся сильно по отношению к каким-либо вещам. Какие-то позиции, как решаются вопросы, насколько это эмоционально. Круг общения изменился немного. В лучшую сторону, как по мне. Я знаю, что ты ведешь свой личный дневник. И записываешь там свои показатели, анализируешь их. Но это нельзя назвать дневником. Это статистика. Да, это документ в Google Docs. Когда ты начал ее вести? Я думаю, что месяца 2. Когда у меня была провальная статистика, я не мог никого не убить вообще. Я начал там тестить разные вариации там, по количеству ботов убитых, по количеству сыгранного демо, мишенек настреленных, и записывал просто количество времени, потраченного на это, и результаты спраков. Заполняешь каждый день? Да. По возможности? И по возможности каждый день. И таким образом ты можешь типа как анализировать свой рост? Ну и какая сейчас тенденция? Тенденция? Я сейчас начал уделять больше времени не ботам, а демам и дуэликам. Вот сейчас новая темка, я вот начал играть в дуэли. Как ты отреагировал на подписание Na'Vi Youth? Да это круто. Это круто, когда есть такая возможность. Вот, малыши, я могу их назвать, наверное, малышами. Да. Все-таки чуть постарше я, да? Это круто, когда есть такая возможность и вот реально делать воспитанников. Вы часто с ними в TeamSpeak общаетесь? Сейчас, в последнее время, часто очень. После прака мы можем зайти, пообщаться, пошутить, что угодно, вместе поиграть, что-то друг другу показать. Потому что они у меня в интервью постоянно рассказывают, что, типа, ребята все классные, но мы ни с кем не общаемся. Да, они стеснительные все. Переходим, наверное, к самому интересному. Насколько я знаю, ты уже давненько еще с нами в Sportscam говорил о том, что ты не прочь попробовать себя в роли коллера. И ты даже хотел бы занять эту роль в Na'Vi Junior. И вот свершилось, ты теперь новый ингейм-лидер команды Na'Vi Junior. Уже как месяца. Как сколько? 3. 3 месяца. 3, может быть, даже чуть Да, это поболее. вам маленький инсайд зрителей. Да, потому что далеко не все знают об этом. Но об этом нигде никто не говорил. И не афишировалось, да. А как вы к этому пришли? Это было решение Амирана или вы как-то коллегиально решали? Это было все же коллегиальное решение. Изначально видели у Коллера в Кирилле, да, господаре, но он говорил то, что ему это может мешать. Он еще на летнем кемпе говорил, что ему сложно совмещать ЕВП. И я понимаю то, что мне было бы это интересно, и мне казалось, что я, в принципе, хорошо вижу всю картинку, которая происходит в игре, и я хочу попробовать себя в этом. Тем более, я считаю то, что... Ну, и многие говорят то, что есть лидерские качества. Я там, это банально, был капитаном в футбольной команде на протяжении 8 лет. Там старостой был, и постоянно какие-то дела важные мне доверяли. Поэтому я готов за это нести ответственность. Изменилось как-то восприятие официалок, исходя из того, что теперь уже кэп команды? Восприятие официалок? Да. Я более тщательно начал на это все смотреть. И в большей части я вину беру на себя. Да, после игр бывает трудно, когда ты там проиграл, например, более слабому сопернику. И я всегда сразу обращаю внимание только на себя и на роль капитана, да. После этого я там сижу, отхожу там какое-то время от игры, пересматриваю демку и потом уже разбираюсь. Слушай, я знаю, что изначально очень долгое время, какой-то период, наверное, первые полгода, Амиран очень часто коллил во время официальных игр вместе с вами. Как уже сейчас проходит ваш официал? Сейчас он коллит уже намного меньше. И я так понимаю, он плюс-минус доволен тем, что я делаю. Как вы с ним работаете индивидуально? Индивидуально мы можем смотреть демки и разбирать картинку, и разбирать колы, которые я дал. И обсуждать, почему тут лучше так, почему лучше не так. И сейчас мы будем работать в этом направлении больше. Потому что я тут большую часть занимался этим индивидуально, по части макро.
И мы вот с Амираном работали индивидуально, потому что у меня были именно просадки в индивидуальной форме, именно что касается микро, там, стрельбы, движений и так дальше. Теперь ты колер команды. Что ты делаешь в такие моменты, когда ты понимаешь, что твой тиммейт делает какую-то систематическую ошибку, либо он горит, либо он тильтует? Что ты обычно делаешь? Как Надо ты там поддерживаешь? подбадривать. Надо подбадривать. Не знаю, говорю, Ваня, давай, соберись. Что ты там грустишь? Ну, не знаю, или что-то смешное сказать, поставить паузу. Я могу поставить паузу. Вот недавно на каком-то вертиге я поставил паузу. Я там сказал, пацаны, надо проснуться. Мы не договариваемся там по гранатам, мы приходим на какую-то точку и стоим. Надо активнее говорить, слышать друг друга и сразу же реагировать. Ну, что-то очевидные вещи, но о которых ты забываешь, и они могут тебя подтолкнуть вперед. Я думаю, ты скажешь, что ты заходишь к пацанам и говоришь, нужно просто взять и забрать вертиго. Ну, мне кажется, это не настолько просто работает. Хотела с тобой ГСП обсудить, но передумала. Вставьте это. У господара будет свое интервью, мы там с ним обсудим. Вы играли с Фиром, играли с Хатриком, сейчас играете с Моноси. Насколько сложно, стабильно и хорошо выступать, когда у тебя такие постоянные замены? Слушай, ну когда одна замена, опять же, это, ну, вносит свои коррективы, но в целом, когда одна замена, ты под структуру, в принципе, можешь подсунуть игрока, ну, не знаю, как подставить игрока, рассказать ему, что он там делает в том или ином раунде, но, конечно же, он какие-то детали может не знать. Но в целом это не прям такая критическая замена. Сколько ты сейчас обычно времени уделяешь на КС? На индивидуальную тренировку? На индивидуальную. На индивидуальную. Где-то с 12:30 часу мы играем до 9:10 с перерывом в час. И после этого я либо стримлю, либо тренируюсь индивидуально. Ну, это, в принципе, можно к одному отнестись. Вот, либо все-таки, ну, я почти не делаю выходных. Даже когда у нас там командные выходные, я вот в последнее время начал отдыхать побольше, потому что я чувствую то, что я переигрываю. Вот, кстати, что ты делаешь, когда ты чувствуешь, что Отдыхаю. ты банально устаешь? Отдыхаю, абстрагируюсь от КС. Иду смотреть фильм, иду кататься на машине, вижусь с друзьями, что угодно, но не КС. Например, вот последний раз мы играли, не знаю, 13 дней. Где-то так. 13 дней без выходных. И вот для этого там понадобилось там, 2-3 дня, чтобы отойти. Давай тогда с тобой обсудим последние ваши турниры. К примеру, «Вулкан». Вы заняли там 5-8 место, проиграв в четвертьфинале команде «Немига». Вот ты как колер команды уже можешь сказать, как тебе такой результат и чего не хватило? Конечно, всегда хочется чего-то большего. И я всегда недоволен своим результатом. Результатом команды скорее доволен, конечно, в большинстве случаев. Но вот по отношению к себе я очень требователен и постоянно вот мне вот нет, вот это вот мне не нравится. Я хочу лучше. Я знаю то, что могу лучше. Я знаю то, что можно лучше. И постоянно к этому стремлюсь. Вы, тем более, теперь уже топ-37 National TV Org, с чем вас можно и поздравить. Причем вы довольно-таки как-то быстро. Быстро. Да, очень быстро Мы залетели. в конце осени либо в начале декабря были топ-100. Потом долгое время были там топ-57-60. Да, топ-60, топ-57, где-то так. Потом буквально за 2 недели Да. вы прыгнули в топ-40, скажем так, команд. Ты только к себе такой требовательный или к тиммейтам тоже? Но опять же, вот по поводу тиммейтов этим занимается Амиран, как тренер. Я могу там что-то подсказать, но аккуратно, и если это интересует мое мнение, как бы... Наверное, не так надо сказать. Если им интересно мое мнение. Так. Они часто к тебе обращаются с какими-то там советами, вопросами, фидбэком по поводу игры? Ну, я вот с Илюшкой начал много общаться по поводу игры в последнее время с Моноси. Он мне что-то подсказывает, я ему что-то подсказываю. Он мне там может подсказать в плане микро, там позиционки какой-то, позиционки прицела. Я ему могу что-то подсказать более какую-то масштабную картинку, да, там по поводу передвижения, ротации, какой-то мысли. За какими дисциплинами ты еще следишь? Ну, могу очень редко дотку посмотреть. И поиграть? И поиграть могу в какой-то выходной. Ну, не сильно много. Но нравится. Да и все, на самом деле. Ну, у меня вот, я вижу только КС, индивидуальная тренировка, командная тренировка, демки и все. То есть все остальное время я там трачу на что-то, ну, просто на отдых, да, там перед сном включить что-то, какой-то видос, фильмец, все. А какие фильмы обычно смотришь? Фильмы люблю, триллеры, детективы. Найс, одобряю. Ну, комедии, так, по настроению. Самый крутой триллер? «Достать ножи».
Это более, наверное, как детектив, Ну но да. это прям топчик. И опять же, детектив «Невидимый гость». Наверняка это популярные фильмы. Их, Это наверное, свежий фильм довольно-таки. Ну, такой уже, наверное, 16-го года, 17-го. Про жену? «Невидимый гость». Нет, не про жену. Там, где муж чувак в костюме невидимки. сбил оленя на дороге. Рекомендую. Это там, где муж изменял жене? Нет? Да. И потом Ну, давай, поспойлери. пришел детектив, и оказалось, что это была мама. Это он, да? Посмотрите обязательно, классный фильм. Ну, или не Оказалось, что там мама, мама была а в виде детектива. какой-то, ну, короче. Четко вообще. Привет, оператор. О, не оператор, а монтажер. Удивительный мир ТикТока, правда? Нет, я не смотрю ТикТок. Шах и мат. Я Шах и мат, я не смотрю просто как ТикТок. кот сломалась, знаешь? Нет, я правда не смотрю ТикТок. Ну, я вот, не Но нравится. ты его смотришь. Нет. Ну, ты понимаешь, Смотри, что типа давай ТикТок так. уже начинает Мне заполнять Инстаграм? один. Скипаю. Скипаю. Да нет, ну, думаешь, так я не знаю, скипать но мне вопрос? не весело там, ну я не знаю, мне хочется смотреть на более что-то интересное. И, Почему так часто пропадаешь? почему так часто пропадаю? Почему так редко тебя видно в Инстаграме? Ну, в плане там посты, какие-то Слушай, да сторис. я на самом деле не знаю, насколько... Ну, опять же, я там что-то делаю постоянно, да? Отвечаешь. Отвечаю. Отвечаю, что-то делаю постоянно. Но я просто не уверен, насколько это интересно зрителю. Все. Так для того, чтобы узнать, насколько это интересно зрителям, надо нужно, постить. по крайней мере, попробовать, да. Или сделать вот такой вот, типа, забивку, что, ребята, а нужно ли показывать что-то? Они такие, да, это такое, ну все, вы сами захотели. На самом деле, ну, я правда начну этим заниматься. Ну, Уже какие-то вложики можно пилить на ютубе. полгода, обещаю себе. О, кстати, ты провел себе второго провайдера? Нет. Потому что мы с тобой недавно обсуждали, что ты будешь делать, если у тебя упадет инет. Ну, опять же, тут надо бить стену, поскольку квартира съемная. Когда это была Надо- проблема? Но пока прям таких проблем не было. Короче, мы с тобой по итогу решили, что если вдруг у топа упадет интернет, то имейте в виду, что у него спиндерский забег ко мне через 2 дома, и вполне возможно, он зайдет на сервер как Black Bunny и начнет просто Главное овнить. отыграть не так. Что? Отыграть главное не так. Ну, вот это было обидно. Я играю не хуже в КС, чем вот... Да никто бы не UFC. поверил просто, то, что я так могу отыграть хорошо. Да ну все. Спасибо за просмотр. Всего хорошего. С Нави и Спортскем прошло уже более чем 1,5 года. Не жалеешь ли ты, что тогда вот решил отправить заявку? Да нет. Ну, буст по всем фронтам, можно сказать. Не, ну правда. Мне кажется, как и человек, и психологически, да, и в карьерном росте, и медийка выросла. Все пошло вверх. Как в целом изменилась твоя жизнь за эти 1,5 года? Ты смотришь на меня, потому что я уже спрашивала? Да, вот последний вопрос. Какие планы на год? Слышишь? За тот же Интервью вопрос. записываем. Какие планы на этот год у тебя? Интервью записано. Переспроси, наверное, чтобы, наверное, адекватно было. Не отвечаю. Блин. Хорошо. Какие планы на этот год? Ладно, все, давай последний раз. Привет. Можно я напишу просто бумажкой? Смотри, топ. Вот последний 35-й вопрос. Какие планы? Ну, я спросила уже все. Это уже не изменится в лучшую сторону. Какие планы у тебя на этот год? На этот год я бы хотел попасть и закрепиться в топ-30. Лично Это ты. амбициозно. Не лично я, с командой. Вот. А лично я хочу очень сильно заимпровиться в плане микро. И, наверное, все-таки как капитан. А вот после какого достижения ты бы мог сказать, что ты прошел Counter-Strike? Прошел Counter-Strike. Мне кажется, это невозможно пока что. Ну, то есть, даже если пойти выиграть мажор, я не остановлюсь. И в конце ты можешь сказать пару слов нашим фанатам и болельщикам. Спасибо вам огромное, ребят, за вашу поддержку, за то, что приходите смотреть наши игры, за ваши теплые слова. Иногда не очень теплые, но, знаете, к хейтерам на самом деле тоже нужно прислушиваться. Иногда они знают тебя лучше, чем ты сам. Тебе огромное спасибо за то, что ты приютил нас дома, провел с нами полдня, ответил на все мои вопросы. И я надеюсь, что этот год для нас будет на порядок лучше.
и все у нас получится. Друзья, вам огромное спасибо за то, что посмотрели это интервью. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки этому видео и, конечно же, пишите в комментариях вопросы для Алексея Топчиенко. А с вами была Яна, Топа и канал Нави Junior. До скорых встреч! Пока.